Поэтому вот сегодня хотелось бы поговорить более или менее подробно о смысле этого международного договора. Но перед тем, как мы начнем, собственно, этот разговор, я бы хотел порекомендовать нашим зрителям книгу «Антигитлеровская коалиция, 1939 год. Формула провала». Это сборник научных статей, выпущенный издательством Кучкова-Поля, где самые крупные исследователи 1930-40-х годов, отечественные, а также несколько зарубежных, рассмотрели разные аспекты англо-франко-советских переговоров 1939 года, которые не завершились подписанием договора, и альтернативой этому договору стал пакт Молотова-Риббентропа. Собственно, вот эта книга на современном научном уровне объясняет, почему соглашение между Советским Союзом и западными демократиями сорвалось, а пакт с нацистской Германией, наоборот, состоялся. Ну, смотрю на самое главное сразу. Тираж, приготовьтесь, 500 экземпляров. Это... Да, к сожалению, это большая проблема. Под общей редакцией генерального директора Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероники Крашенинниковой. Вот. Но я подчеркну, что все авторы этого сборника – это доктора и кандидаты наук, очень крупные современные исследователи. Например, Владимир Николаевич Барышников, наш петербургский исследователь, специалист который, по Финляндии. Да, специалист по отношениям с Скандинавией, Михаил Мельтюхов, который много занимается польской проблематикой, Владимир Семендей, который работает в Фонде «Историческая память», занимается прибалтийской проблематикой. Есть канадский исследователь Майкл Карли, который написал статью «История провала. Англо-франко-советский альянс», которого не было, очень интересная. Вот. То есть все это заслуживает самого пристального внимания. Я знаю, что нас смотрят не только обычные зрители, но еще и учителя истории, преподаватели истории. Вот для них, я считаю, эта книга незаменима. Еще раз повторюсь, вот самый современный уровень наших представлений о том, что привело к пакту, отражает именно она. Ну и теперь давайте, собственно, перейдем к проблематике договора о ненападении 23 августа 1939 года. И начнем, собственно, издалека, с договора, который ему предшествовал, так называемых Мюнхенских соглашений. Вот в интервью Кирилла Александрова, которое я упомянул, делается вывод, что каким бы недальновидным это Мюнхенское соглашение не было, но все-таки к войне оно не привело. К войне привел именно пакт Молотова-Риббентропа. Значит, война началась через 8 дней после его подписания. Это заявление, я считаю, откровенно наивным и, более того, абсурдным. То есть, если война началась не через 8 дней, а через год после Мюнхенских соглашений, это еще не значит, что Мюнхенские соглашения к войне никак не привели. А они были огромным шагом к началу военных действий, огромным. Напомню, что в результате Мюнхенских соглашений были удовлетворены требования Гитлера передать ему Судетскую область Чехословакии. Альтернативой Мюнхенским соглашениям была война. Вот. И у Чехословакии Чехословакия могла до 1938 года чувствовать себя более или менее уверенно, потому что у нее были заключены договоры, она была членом Союза, были договоры с Советским Союзом, с Францией. Однако союзники на Западе Чехословакию не поддержали. Франция отказалась выполнять свои обязательства в ходе Судетского кризиса, а Советский Союз был готов выполнить свои обязательства, но не мог их выполнить, потому что, во-первых, Польша и Румыния не отказывались пропустить советские войска для того, чтобы они защитили Чехословакию через свою территорию. Это во-первых. А во-вторых, сама Чехословакия под давлением западных союзников своих, под давлением Англии и Франции, под политическим их нажимом согласилась на передачу Судет. И таким образом помощь от Советского Союза была, в общем, не нужна, раз сама Чехословакия, в общем, согласна передать свою территорию немцам. А для Гитлера в чем смысл был? Зачем ему это было надо? Для Гитлера смысл заключался в нескольких позициях. Во-первых, это было необходимо для укрепления гитлеровского режима, поскольку Гитлер с самого начала объявил, что он будет защищать немцев не только на территории непосредственно Германии, но и всех немцев, которые оказались в иностранных государствах. А в Судетах живут немцы. В Судетах преобладало немецкое население, гитлеровская пропаганда раздувала
все случаи конфликтов между немцами и чехами, подавая это под таким соусом, что немецкое большинство жестоко угнетается чешским меньшинством. И, соответственно, мы должны защитить наших соотечественников от подавления. Вот. А как их защитить? Защитить их можно только одним способом – всех немцев собрать в одном государстве. Но на самом деле, конечно, это был только первый уровень гитлеровских притязаний. На самом деле Гитлер хотел того, о чем он написал в «Майн кампф». Он грезил расширением жизненного пространства для Германии. И, конечно, в его планы уже входило присоединение не только Судет, а всей Чехословакии. Вот. Но как опытный политик, как опытный агрессор, он действовал не нахрапом, он действовал, так сказать, поглощал Чехословакию по кусочкам. Вот. Что касается западных держав, что касается Англии и Франции, то они в данном случае стали жертвами своих неверных представлений о сущности гитлеровского режима и переоценили свои дипломатические таланты. Они напомним нашим зрителям, что, конечно, Западная Европа была очень сильно травмирована Первой мировой войной. Это была очень серьезная травма, которая за 20 лет, прошедших с Версальского мира, с окончания войны, они абсолютно не изжились, они не были преодолены. Все еще прекрасно помнили войну, прекрасно помнили, какой ужас. И чисто психологически решиться на новую войну в Европе было довольно трудно. Поэтому то правительство, которое находилось особенно у власти в Англии, это было правительство Невилла Чемберлена, оно декларировало мир как основную ценность. Мир – это главное. И ради этого можно пожертвовать чем угодно и кем угодно. И, собственно, вот Мюнхенские соглашения, они подавались в Великобритании как некая малая цена за мир. То есть мир абсолютно несопоставим с проблемой Судет, поэтому их можно отдать. При этом правительство Чемберлена абсолютно не понимало, что Судеты – это только первая часть, это только начало. Вот. Хотя ведь звоночки звучали и ранее, потому что немцы, гитлеровцы, заняли уже Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив таким образом послевоенные соглашения, и немцы уже осуществили аншлюз Австрии, то есть присоединили Австрию к своей империи. Германия крепла и расширялась. А вот сразу вопрос, да. А вот в этих Судетах там были какие-нибудь промышленные предприятия? Конечно. Это развитая область, да? Это промышленный район. Да, это промышленный район, и отчасти поэтому Чехословакия так упорствовала. Ну, в принципе, это было, конечно, нарушение статус-кво, но Чехословакия упорствовала, потому что еще и на Судетах был в значительной степени завязан потенциал, промышленный потенциал. Говорят, я не сведущ, до 30% вооружений немецких изготавливали в Чехословакии. Да, но это, так сказать, подойдем сейчас попозже к этому, потому что вся Чехословакия окажется, вся Чехия окажется протекторатом, а Словакия формально независимым государством будет, ну, конечно, тоже под патронатом Берлина. Так вот, что произошло. Когда Мюнхенские соглашения были заключены, Невилл Чемберлен вернулся в Великобританию, в Лондон, размахивал листочком с этими соглашениями, которые подписал Гитлер, и кричал: «Я привез вам мир». И на некоторое время Чемберлен стал кем-то вроде национального героя, потому что пропаганда раздувала произошедшее как невиданный успех английской дипломатии. Действительно удалось договориться и предотвратить войну. Вот. Но это было настолько наивное суждение, что практически через несколько месяцев Гитлер уже перешел к новому витку агрессии. Вот. Он настолько наивный был, этот Чемберлен, или действительно я предполагаю, что да. То есть он абсолютно некорректно, неправильно оценивал возможности нацистского режима и цели нацистского режима. Ему почему-то казалось, что вот удастся действительно Гитлера этим ходом умиротворить, что Гитлер действительно хочет только вот воссоединить немцев в своем государстве, а дальше он не пойдет. Вот. А если и пойдет, то во всяком случае не на Запад. Вот. И всегда можно будет с ним как-то договориться, потому что есть еще один враг, гораздо более страшный – это коммунизм.
Вот. И вот с Германией договариваться можно, а с коммунистами договариваться нельзя. Вот такова была позиция Чемберлена, и она дала течь уже в начале 1939 года, потому что весной 1939 года Гитлер приступил к поглощению уже собственной Чехословакии. Надо сказать, что Чехословакия тоже претерпела изменения после Мюнхена. Из единого государства Чехословакии она превратила, точнее, скажем так, внутри государства Чехословакии Словакия получила широкую автономию. И поэтому название государства изменилось. Если раньше это было одно слово Чехословакия, то теперь Чехия и Словакия стали писать через дефис. Чеха, дефис Словакия. Вот. И Гитлер, конечно, воспользовался этими сепаратистскими тенденциями, которые существовали в словацкой части этого государства. Особенно он воспользовался тем, что словацким лидером был явный симпатизант нацистского курса пастор Тисо. И все шло к тому, что Словакия, подзуживаемая Берлином, объявит о своей независимости. Понимали это и в Праге, где сменился президент, на смену Эдуарду Бенишу пришел Эмиль Гаха, человек не очень-то решительный, но даже он, в принципе, дал согласие на распуск словацкого правительства и ввод в Братиславу войск, которые должны были бы удержать государство от распада. Тисо, испугавшись происходящего, уехал понятно куда, естественно, в Берлин. Вот. И в Берлине перед ним был поставлен вопрос таким образом, что деваться некуда, возвращайтесь, провозглашайте независимость, мы поддержим. И при полной поддержке Берлина 14 марта Тисо вернулся в Словакию, там собрался словацкий парламент и провозгласил независимость, несмотря на, так сказать, позицию Праги. В это время в Берлин был вызван Эмиль Гаха, он туда поехал. Вот. И там нацистское руководство очень жестко на него надавило. И по существу Гахе некуда было деваться, потому что было понятно, что Чехию никто не поддержит. То есть, если Англия и Франция бросили ее несколькими месяцами ранее, когда решалась проблема Судет, то она бросит ее и сейчас. Никаких гарантий поддержки со стороны западных демократий не было. И Гаха вынужден был согласиться на переход Чехии в протекторат к Германии. И уже на следующий день, 15 марта, Германия ввела свои войска в Чехию, оккупировала ее. Причем оккупировала ее достаточно спокойно. Был только один случай сопротивления, так называемый бой за Чаянковы казармы, когда единственный офицер чешской армии, капитан Карл Павлик, оказал сопротивление наступающим частям вермахта. Бой длился недолго, минут 40. В конце концов, у чехов кончились боеприпасы, они получили приказы подчиниться, разоружиться. Вот. Но Павлик продолжал бой, но боеприпасы закончились. Вот. И, в общем, эти события не оказали какого-то заметного влияния на происходившее. Чехия была оккупирована и стала протекторатом Богемии и Моравия в составе Третьего рейха. То есть нашелся только один офицер Павлик, который оказал сопротивление. Это показательно. Когда заходили нацисты, у вас, значит, один Павлик против этого выступал. А когда советские танки заезжали, у вас Пражская весна была. Показательно. Павлик был достойный человек. Он и впоследствии сражался в сопротивлении, был арестован гестапо и казнен. Вот. Ну, достойный человек. И вот так вот по кусочку, очень осторожно, хитро, технично, Гитлер присоединил всю территорию Чехословакии. И, соответственно, Чехию. Весь экономический потенциал этой замечательной страны, мега-оружейники, без всяких преувеличений, стали работать на Третий рейх. Да. Значит, Чехию присоединили официально, это почти 7 миллионов человек. Словакия стала официальным сателлитом во главе с Тисо, официальным сателлитом Германии, и еще была Подкарпатская Украина. Это важный момент, потому что захват Подкарпатской Украины создавал определенный уровень напряженности в отношениях с Советским Союзом. Почему? Ну, отчасти и с Польшей тоже. Почему? Потому что
возникал очаг украинского национального движения, находящийся под патронатом нацистов. И нацисты всегда могли сказать, что вот настоящие украинцы, они тут у нас, и они нас просят освободить наших братьев, которые изнывают под гнетом проклятых коммунистов, ну и поляков тоже. Вот. А я, кстати, хотел бы сразу отметить, что Польша не была демократическим государством. Польша была очень похожа по своему режиму на, в общем, фашистскую Италию. Там существовала расовая сегрегация по отношению к национальным меньшинствам. И украинцы, белорусы... Ну, это, наверное, не совсем расовая, они же не негры все-таки, это же национальная, да, национальная сегрегация. Вот. Украинцы, белорусы, евреи, конечно же, вот, и литовцы, кстати, потому что в состав Польши тогда входил Виленский край. Это были все-таки люди второго сорта, пониже, чем поляки. Вот. И, конечно, в чем выражалось национальное, ну, это выражалось в первую очередь в тех привилегиях, которые предоставлялись польскому населению в занимании определенных должностей, в государственном управлении, в государственном управлении, в продвижении их по карьерной лестнице и так далее. А бизнес? Вот. И в бизнесе тоже привилегии определенные неофициально предоставлялись именно полякам. Вот. То есть, раз неофициально, значит, польское население все это поддерживало, да? Безусловно, конечно, безусловно. Приятно ощущать себя человеком первого сорта. Это шло еще из глубины веков, и, конечно, там был и религиозный фактор, потому что в значительной части населения Востока православная, да, это эти католики, да. То есть была проблема еще вот такая. И поэтому напряженность в Польше, безусловно, существовала, и имелась возможность на этом сыграть. Вот. Что, собственно, нацисты и делали, потому что Абвер еще с 1934 года воспитывал украинское националистическое подполье в Польше. И, в общем-то, Степан Бандера и Роман Шухевич – это карикатуры именно немецкой разведки, которая ставила на них. И вот существовали совершенно конкретные планы в случае начала войны Германии и Польши воспользоваться услугами этого украинского националистического подполья. То есть, как немцы поддерживали словацкое подполье в Чехословакии и играли на этих национальных проблемах для раскола, внесения разлада в организм чехословацкого государства, точно так же они собирались играть и на польских националистических проблемах внутри Польши и внутри Советского Союза тоже. Вот. Но Гитлер, видимо, опасаясь преждевременной конфронтации с СССР, передал Подкарпатскую Украину Венгрии. В Венгрии тоже существовал фашистский режим. Хорти. Хорти. Венгрия присоединилась к антикоминтерновскому пакту. Вот. Но, тем не менее, Гитлер сделал такой жест. Не присоединил, а передал венграм. Хотя, безусловно, Германия имела на Венгрию существенное влияние. Хотя и на тот момент еще и не стопроцентная, Венгрия пыталась определенным образом лавировать и даже рассматривала возможности определенных операций против Румынии в союзе с СССР. Потому что у Венгрии с Румынией были территориальные проблемы из-за Трансильвании. Интересно было бы даже посмотреть на карту, кто на карте Европы поражен фашизмом, а кто нет. Такое чувство, что все просто. Ну, в Восточной Европе в большей степени, в Западной Европе в меньшей, но, тем не менее, там были очень сильные, влиятельные профашистские движения. Да? Там в той же Англии Освальд Мосли, мы знаем, там в Бельгии Леон де Грель. Это все фашистские лидеры, которые в целом сочувствовали, поддерживали, конечно, нацистскую Германию. Вот. Таким образом, конечно, благодаря аннексии Чехословакии Гитлер сумел накачать свои мускулы. Действительно, вы правы в том, что он приобрел очень развитую чешскую промышленность. Кроме того, оплатой вот этого мира, который выиграли западные державы, была не только нацистская ига, установленная над населением Чехословакии, но и жизнь тех практически 100 тысяч евреев, которые населяли эту территорию. Вот. То есть об этом никогда не надо забывать. Война приблизилась, и Гитлер, конечно, почувствовал свою безнаказанность, то, что он накачивает мускулы, подкачивает мускулы, а с другой стороны авторитет
Англии и Франции резко упал, потому что стало понятно, что они сдают своих союзников в Восточной Европе и не могут быть, они не выглядят убедительными гарантами, потому что пообещали и не сделали. И опять вот это же было нарушение Мюнхенских соглашений, но Англия и Франция ограничились выступлениями, словесными выступлениями. Сотрясение воздуха. Да. Они не признали, значит, произошедшее, но уже так сложилось. Да, так сложилось. Ну, а Гитлер молниеносно начал развивать свое наступление дипломатическими методами. Сразу же 15 марта оккупирована Чехия, да? А 20 марта он предъявляет ультиматум уже Литве передать так называемый Мемельский край, то есть Клайпедскую область, где точно так же, как в Судетах, преимущественно немецкое население, в большей степени немецкое население. И точно такое же требование по отношению к Данцигу. Данциг – это вольный город, но который контролирует в данный момент Польша, город на берегу Балтийского моря, там тоже немецкое население. Гитлер требует вернуть этот город в состав Германии и также построить экстерриториальное шоссе, которое бы соединяло основную Германию и Восточную Пруссию. Дело в том, что по итогам Первой мировой войны Польша организовали выход к Балтийскому морю, разделив Германию на две несоединяющиеся половины. Это было, конечно, очень умное решение вопроса, которое постоянно создавало конфликтность. То есть Восточная Пруссия отделена от остальной Германии. Вот, и в связи с этим постоянно существуют проблемы. А Данциг это сейчас что? Гданьск. Сейчас это Гданьск, поскольку Вторая мировая война для Германии закончилась поражением, то теперь это Гданьск. А Восточная Пруссия – это Калининград. Восточная Пруссия – это Калининград, это столица. Восточную Пруссию поделили. 2/3 ее досталась Польше современной, а 1/3 – это Калининградская область Российской Федерации. Но, кстати, очень важный момент. Почему Восточную Пруссию Польше отдали? Дело в том, что это компенсация за Западную Украину и Западную Белоруссию. Товарищ Сталин понимал, что у поляков могут быть претензии, и он прямо на переговорах с польской делегацией говорил, что Польша будет удовлетворена за счет расширения на Западе, за счет Германии. Эти земли останутся в составе советских Украины и Беларуси. Вот про это тоже важно, про это нельзя забывать. Там еще, забегая вперед, когда это к Польше все присоединили, состоялось массовое изгнание немцев, Конечно. которые вынуждены были, бросив все, бежать в Германию. Это к вопросу про переселение народов. Сколько они их там убили при изгнании, как-то теперь тактично умалчивают. Какие там погромы шли. Это правда, но никогда нельзя забывать, что этого была предшествующая история. Конечно, да. Вот. Но вот и очень тревожная для Советского Союза ситуация складывается в Прибалтике. Потому что Литва беспрекословно передает Мемельский край Гитлеру. И Гитлер на линкоре Дойчланд 22 марта прибывает в Мемель, его там немцы встречают как героя, все, человек пришел к успеху, у него все получается, все перед ним склоняются. И дальше начинается нажим на прибалтийские государства, очень серьезный. Все Литва, Латвия, Эстония, все заключают договора о ненападении с Германией. Это означает, что Германия очень серьезно наращивает свое влияние в этом регионе. И прибалтийские страны начинают реагировать на ультиматумы Берлина. Например, Берлин требует у Риги навести арийский порядок в прессе, выгнав всех евреев с поста главных редакторов, ведущих журналистов, корреспондентов за границей и владельцев изданий. Вот как реагируют латвийские власти? Они соглашаются, проводят вот такую ариизацию прессы. Дело-то правильное, да. Вот, да. Дальше, значит, очень важный момент. Дело в том, что, согласно одному из положений Лиги наций, прибалтийские государства соглашались осуществить транзит, помочь транзиту, да, не препятствовать транзиту военной силы Советского Союза, если, скажем, он придет на помощь Чехословакии. Вот. Такова была с разрешения Лиги наций, естественно. Таково было положение Лиги наций. Ну, Германия, значит, требует
отказаться от соблюдения этого положения. В противном случае она не будет рассматривать такие страны нейтральными. Такое резкое, значит, фактически ультимативное заявление, и уже все прибалтийские страны отказываются от следования этому положению Лиги наций и устава Лиги наций, и заявляют о том, что они будут придерживаться нового понимания нейтралитета. Нейтралитет как бы не подразумевает транзита войск, которые двигаются на защиту своих союзников, согласия Лиги наций. Да? Что это означает? Это означает, что Советский Союз не может послать свои войска через территорию Прибалтики. Вот это явно, так сказать, жест в пользу Германии. Дальше начинаются демонстративные, в Прибалтике начинаются демонстративные акции, которые показывают, с кем эти державы. Например, 22 мая 1939 года в Риге проходит помпезное празднование освобождения столицы Латвии от большевиков. То есть во время, значит, бурных событий гражданской войны. Естественно, что Москва воспринимает это как враждебный сигнал. Ну и в конце концов 7 июня в Берлине подписываются первый еще весной первый договор о ненападении. Литва подписала с Германией после передачи Мемельского края, а 7 июня договоры о ненападении с Германией подписывают Эстония и Латвия. Их делегации приезжают в Берлин, их там радушно встречает Риббентроп, потом делегации посещают Генриха Гиммлера, вот, который тоже там чуть ли с ними не братается. И это очень неприятный и очень тревожный сигнал для Советского Союза. Почему? Потому что если Прибалтика переходит под влияние нацистской Германии, то у Германии появляется возможность разместить там свои войска со временем и, соответственно, нанести удар по Ленинграду. Мощно завернуто, что сказать.